Может ли одна единственная фраза заставить нейросеть работать лучше? Звучит, конечно, как какая-то магия, но на самом деле за этим стоит вполне конкретная наука. Давайте разбираться. Просто посмотрите на это. Вот обычный запрос. Точность 51%. А теперь мы добавляем всего одну фразу. Это очень важно для моей карьеры. И точность, бац, взлетает до 63%. Рост больше, чем на 10 процентных пунктов из-за одного предложения. Как это вообще возможно? И вот это, пожалуй, главный вопрос. Как какая-то, казалось бы, эмоциональная добавка может повлиять на абсолютно холодную математическую логику машины? Что ж, ответ на этот вопрос нашелся в одном очень интересном исследовании, которое и пролило свет на этот, ну прямо скажем, удивительный эффект. Речь идет о работе 2023 года, она называется Emotion Prompt. Ее написала команда исследователей из Microsoft и нескольких других институтов, в частности, Чэнг Ли и Джин Донг Ван. Окей, так откуда вообще взялись эти, можно сказать, волшебные фразы? Ну, конечно, их придумали не просто так, не из потолка взяли. На самом деле исследователи обратились к психологии. Они создали 11 специальных промптов, и каждый из них был основан на вполне себе реальных теориях человеческой мотивации. Ну, вот, например, тот самый промпт, с которого мы начали. Это очень важно для моей карьеры. Он как бы давит на чувство ответственности, на значимость задачи. А вот другой пример уже совсем в ином стиле. Верь в свои способности и стремись к совершенству. Это уже, по сути, такая мини-мотивационная речь. Она бьет по самоуважению, призывает к лучшим результатам. Или вот еще один, тоже из этой серии. Воспринимает трудности как возможности для роста. То есть это чистая мотивация, нацеленная на то, чтобы модель как бы не сдавалась перед сложной задачей. Хорошо, фразы звучат интересно. Но что там с цифрами? Давайте посмотрим на реальные, измеримые результаты эксперимента. И вот тут начинается самое интересное. Смотрите, правдивость ответов ChatGPT. Без эмоционального промпта 0,75, с ним 0,87. Это очень серьезный скачок. Если взять средний результат по всем 11 таким эмоциональным добавкам, то точность ответов ChatGPT выросла на 8,5%. Это в среднем. А вот здесь результат, пожалуй, еще более впечатляющий. Информативность, то есть насколько ответ полный и полезный. Она просто взлетела. С 0,53 до 0,94. Это же почти в 2 раза. И что важно, этот трюк работает не только с ChatGPT. Вот взяли другую модель, Викуна. Попросили решить простую задачку на сложение. Обычный промпт — 41% правильных ответов. Эмоциональный — до 90%. Разница колоссальная. Цифры, конечно, впечатляют. Но главный вопрос остается. Почему? Какая за всем этим стоит механика, как это вообще работает? Чтобы в этом разобраться, нужно понять одну вещь. Так называемое «внимание на входе». Если совсем просто, это механизм, который показывает, на какие именно слова в задании нейросеть смотрит внимательнее всего, когда готовит ответ. И вот он, ключ к разгадке. Исследователи выяснили, что эта эмоциональная фраза заставляет модель концентрировать свое внимание на основной части инструкции, на самой сути задачи. Можно представить это так. Эмоциональная фраза работает как маркер-текстовый делитель. Она буквально подсвечивает для нейросети главную инструкцию и как бы говорит: «Эй, вот это самое важное, сконцентрируйся здесь». Более того, когда копнули глубже, оказалось, что некоторые позитивные слова работают особенно сильно. Например, слова вроде «успех» или «уверенность». Они становятся для модели настоящими якорями, точками максимальной концентрации. Хорошо. Так какой же из всего этого можно сделать главный вывод? Давайте подведем итог. Итак, вся механика выглядит довольно просто. Шаг первый. Добавляем в промпт простую эмоциональную фразу. Шаг второй. Модель перенаправляет свое внимание на ключевую часть инструкции. И шаг третий. Такая фокусировка приводит к росту точности, правдивости и общей информативности ответа. И вот это самый важный момент во всей этой истории. Искусственный интеллект, конечно же, ничего не чувствует. Для него эти слова не эмоции, это просто мощный технический сигнал, маркер, который говорит: перераспредели вычислительные ресурсы вот сюда. Так что это не про психологию ИИ, а про математику его концентрации.
Сами авторы исследования говорят, что это, скорее всего, только верхушка айсберга. Их работа, по сути, открывает совершенно новое направление, как мы можем использовать знания о человеческой психологии, чтобы эффективнее управлять сложнейшими аналитическими процессами внутри искусственного интеллекта.